Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, это канал о ремонте и отделке. В предыдущих роликах первой серии по отделке цоколя я показал, как можно быстро демонтировать бетон, а также возможные ошибки при оштукатуривании без предварительной подготовки основания. Во второй серии я подготовил основание перед оштукатуриванием цементно-песчаной штукатуркой и выставил маяки. В третьей я выполнил штукатуривание цементно-песчаной штукатуркой, да еще и хоппер-ковшом. В четвертой показал, как правильно сделать гидроизоляцию, какую гидроизоляцию я использовал. В пятой серии выполнил укладку декоративного камня и рассказал о возможных ошибках. Ну а в шестой я показал, как заполнить шов силиконовым клеем-герметиком. Все ссылки на эти ролики я оставлю в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. В этой серии, а точнее заключительной по отделке цоколя, но и при этом немаловажной, я покажу, как правильно установить отлив и для чего же он нужен. Приятного вам просмотра! Для установки отлива нам понадобится сам отлив, но не стандартных размеров, а сделанный под заказ, где ширина полки 57 мм, а высота крепежного ворота и капельника равна 20 мм. А для герметизации стыка между кирпичом и крепежным воротом буду использовать клей-герметик, а именно прозрачный. Самое главное, чтобы клей-герметик обладал свойствами сцепления с кирпичом и металлом. А для крепления в стену понадобится нейлоновый дюбель диаметром 6 мм и кровельные саморезы коричневого цвета диаметром 4,8 мм. Инструмент для установки отливов. Дрель со сверлом по металлу диаметром 6 мм, перфоратор с буром диаметром 6 мм, шуруповерт с головкой и пистолет для клей-герметика. Можно ручной, но я буду использовать автоматический для более быстрого выполнения работ. Для начала я раскладываю отливы по всей длине. Это нужно для отцентровки, чтобы по углам была одинаковая подрезка отлива со всех сторон, с учетом соединения и нахлеста отлива друг на друга в 5 мм. Далее зарезаю углы под 45 градусов и срезаю ненужный крепежный ворот, который будет мешать устанавливать отлив по углам выступающего кирпича, ну или пилястры. Под пилястрами я буду дополнительно крепить и герметизировать стык клей-герметиком. Да, это не самый надежный способ, но других вариантов нет. А при состыковке двух угловых элементов и добавочным соединением заклепкой держится надежно. Угловые элементы я разрезал на две части по одной причине. Так как внутренний угол крепежного ворота относительно полки имеет развернутый угол, и угол полки относительно капельника тоже развернутый, а при изгибе капельника он будет стремиться загибаться вовнутрь, а на общей длине отлива это будет заметно. А так можно разрезать и состыковать без всяких загибов, и так будет намного красивее. Но состыковываем только крепежный ворот и капельник. Одну полку отрезаем четко по углу, а другую с небольшим нахлестом, чтобы нанести герметик и дополнительно закрепить заклепками. Но так, что с просмотра с основной стороны соединение оставалось незаметным. Когда углы готовы, приступаем к установке. Крепить капельник буду таким образом, чтобы угол крепежного ворота и полки был на одной линии с низом кирпича, если, конечно, кирпичная кладка в горизонтальном уровне. В качестве третьей руки буду использовать кусок доски, ширина и толщина не имеет значения, главное, чтобы по высоте подходило и было удобно работать. Так как крепить отлив я буду в шов между кирпичами, сверлим первое отверстие в самом углу. Затем пропускаем один шов и сверлим в следующем через один. Далее просверливаем перфоратором на глубину чуть больше длины нейлонного дюбеля. Но сверлю сначала крайнее отверстие, вставляю дюбель, чтобы отлив не съехал в сторону, и досверливаю середину. Снимаю отлив, чтобы убрать пыль между швами, а для чего это нужно, узнаете далее. И вставляю дюбель так, чтобы верхушка сравнялась с плоскостью кирпича, чтобы не мешало для крепления отлива. Если не получается вставить, можно воспользоваться ненужной пикой от перфоратора и молотком и забить на нужную глубину. Далее берем пистолет с клеем и наносим на обратную сторону крепежного ворота, но тут главное сильно не переборщить, но при нанесении в местах, где отверстия, нужно пропускать.
И в качестве дополнительной фиксации и герметизации отлива под пилястры наносим клей герметик в самый угол, но немного. Отлив нужно прикладывать таким образом, чтобы верхушка крепежного ворота первой соприкоснулась с кирпичом. То есть отлив нужно немного приподнимать, а затем опускать, и тогда излишки клея выдавятся вниз под капельником, а не сверху, и кирпич останется чистым и герметичным. Тщательно поджимаем отлив к стене и прикручиваем кровельными саморезами. Все получается четко и аккуратно. Если монтаж начинается от угла со стороны фасада, то вторую планку подсовываем под низ. При этом необходимо сделать два выреза по краям второй планки длиной 5 мм. Сначала проверяем, затем сверлим, наносим клей и прикручиваем в таком же порядке, как и первую. Главное следить, чтобы отлив на стыках не разошелся во время сверления. Когда состыковываете края отливов, то обязательно следите, чтобы не вымазать стену клеем. Итак, крепим отлив до самого края, как с одной стороны, так и с другой. Затем доделываем сзади и также определяем вариант состыковки так, чтобы с просматриваемой стороны не было заметно соединения. А в самом конце доделал со стороны фасада. На край отлива, где он стыкуется с крыльцом, одел пластиковую заглушку. После полной установки отлива приступаем к доделке соединения в углах. На обезжиренную беспыльную поверхность наносим клей герметик с излишком и сдавливаем между собой, чтобы выдавить ненужный клей герметик. Смачиваем мыльной водой и убираем излишки резиновым шпателем. А потом дополнительно просверливаем по одному отверстию посередине и фиксируем заклепкой того же цвета, что и отлив. И получается герметичный, аккуратный и надежный угол. И как я говорил в начале, капельник получается ровный и не вогнутый вовнутрь как с одной стороны, так и с другой. Но это еще не все. Также нужно заполнить пустоту клеем в шве между двумя кирпичами. Заполнять нужно по максимуму, но не выше края крепежного ворота. Чтобы сделать плоскость гладкой, смачиваем мыльной водой и разравниваем маленькой лопаткой. Теперь вода точно не попадет на штукатурку и плиточный клей.
И так с каждым швом. Вот так должно получиться в итоге. И на этом работа с цоколем и бетонным крыльцом закончена. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то обязательно ставьте лайки и обязательно пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Скоро увидимся!